Приветствую вас на продолжении курса по программированию на языке Python. В ходе данного видеоурока мы установим интерпретатор Python и редактор кода на компьютер, чтобы подготовить среду для дальнейшей разработки проектов. Давайте приступим. Для начала установим сам Python, то есть интерпретатор, который выполняет код на языке Python. Без него мы не сможем запускать написанные программы, так как сами по себе строки кода являются бессмысленным текстом для компьютера. Интерпретатор же преобразует наши инструкции в машинный код, который впоследствии и выполняется. Где можно взять интерпретатор Python? Безопаснее всего скачать его с официального сайта разработчиков python.org. Кроме того, там вы найдете стабильные версии от создателей языка. Альтернативные источники могут предложить устаревшие, поддельные или зараженные версиями дистрибутивы. Интерпретатор Python распространяется абсолютно бесплатно, а программы, написанные на нем, вы можете легально продавать. Это позволяет лицензия. Итак, переходим на python.org, выбираем вкладку Downloads, там нажимаем на большую желтую кнопку Download Python. И у нас автоматически устанавливается последняя версия для операционной системы. Если по какой-либо причине у вас установлена старая или уже не поддерживаемая версия ОС, то в списке ниже вы можете скачать старую версию интерпретатора, которая будет у вас работать. Желательно скачивать последнюю поддерживаемую версию, так как больше вероятности, что вы сможете запустить примеры из курса. Я работаю на версии 3.8.9. После загрузки запускаем загруженный файл и следуем инструкциям. Важный момент. Если вы работаете в Windows, то не забудьте поставьте на первом экране галочку Add Python to Path в окне настроек. Это позволит запускать программы прямо из консоли. В остальном можно оставлять значения по умолчанию. По завершении установки у вас появится рабочий интерпретатор, готовый к использованию. Чтобы проверить его, откройте консоль и наберите Python. Должно открыться окошко интерактивной оболочкой с приглашением, 3 закрывающимися угловыми скобками. Это означает, что все работает корректно. Теперь нам нужен редактор кода. Редактор кода используется для написания скриптов. Существует множество удобных бесплатных редакторов, таких как Atom, Visual Studio Code, PyCharm. Кроме того, в комплекте с Python идет базовый редактор Idle. Существуют также платные редакторы, у которых есть расширенный функционал. Однако мы будем использовать Sublime Text. Быстрый, простой и бесплатный редактор с обилием плагинов. Его инструментов нам вполне хватит для изучения. Для его установки заходим на sublimetext.com, скачиваем установщик и запускаем его. Инсталляция типичная, поэтому не будем затрагивать процесс установки. После подготовки всех необходимых компонентов для удобной разработки, давайте создадим наш первый Python файл. Запускаем Sublime Text, создаем новый пустой документ и сохраняем его под именем main.py. Файл, new file, file, save as. Разрешение .py указывает, что это программа на Python. Пока файл пустой, без кода, поэтому при его запуске ничего не произойдет. Только мигнет черное окошко консоли. Но сам факт запуска как скрипта Python значит, что интерпретатор установлен правильно и ассоциирован с разрешением .py. Итак, мы успешно установили Python и редактор кода Sublime Text. Теперь у нас есть полноценная среда разработки для написания программ на Python. И в следующих видео мы приступим непосредственно к кодингу. Я благодарю вас за внимание к этому видео и предлагаю перейти к следующему уроку курса, в котором мы будем писать первые строки на Python. Урок подходит к концу, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк видео. Желаю успехов в освоении языка программирования.